Обычно в блокчейне не принято говорить о правосудии, и мы все надеемся на консенсус. Но что делать в тех случаях, когда есть два противоположных мнения, которые являются конфликтами интересов? Как нам решить вопрос, когда невозможно прийти к консенсусу? На самом деле решение о том, кто и как будет судить спорные вопросы внутри блокчейна, уже давно имеют решение. Распределенное решение по судейству подразумевает наличие распределенных судей. И самое интересное, что распределенным судьей может стать почти кто угодно. Все, что вам надо для того, чтобы стать распределенным судьей, это поручиться небольшим количеством капитала о том, что вы будете принимать честное решение. Давайте структурно разберем процесс судейства в блокчейне. Давайте представим себе, что есть Андрей и Борис, и точка зрения Андрея кардинальным образом не сходится с точкой зрения Бориса. Кто же прав, Андрей или Борис? Для начала давайте представим себе ситуацию, в которой две точки зрения не могут прийти к консенсусу. Например, представьте себе два поезда. Один едет слева вправо, другой едет справа влево. В одном поезде находится Андрей, и он смотрит в окно. А в другом поезде находится Борис, и он также смотрит в окно. Два поезда проезжают мимо друг друга, и Андрей описывает ситуацию. Я стоял, смотрел в окно и увидел, как справа налево проезжает поезд, и в нем пронесся Борис. Борис описывает свою ситуацию. Я стоял, смотрел в окно и увидел, как слева вправо проносится поезд, и там пронесся Андрей. Кто прав, Андрей или Борис? Давайте опустим тот момент, что и Андрей, и Борис абсолютно правы, несмотря на то, что ихнее описание ситуации полностью расходится, и представим, что нам все-таки надо решить, кто же прав, Андрей или Борис. Кто будет определять, чья точка зрения является верной? Это будет делать какой-то коллектив распределенных судей, какие-то неизвестные люди, у каждого из которых есть конкретный адрес в блокчейне. Давайте представим, что количество распределенных судей будет 11 человек. Каждый из этих судей говорит: я буду принимать решение, которое действительно отражает реальность. Я буду честным и объективным, и я ручаюсь за это 1000 атомами. И вот эти 1000 атомов замораживаются на моем адресе. И если я приму неправильное решение, если мое решение будет несправедливым, то мои 1000 атомов спишутся. И так говорят все 11 судей. После этого начинается процесс. Все судьи устраивают тайное голосование. Часть судей говорит: прав Андрей, часть судей говорит: прав Борис. После этого результаты вскрываются, и мы можем увидеть, большинство судей проголосовало за Андрея или большинство судей проголосовало за Бориса. Ну, допустим, 6 судей сказали: прав Борис, а 5 судей сказали: прав Андрей. Как результат побеждает Борис. Значит, средства от 5 судей, которые голосовали за Андрея, переносится 6 судьям, которые голосовали за Бориса. Как результат, все судьи заинтересованы прийти к мнению, которое будет разделено большинством судей, так как те судьи, которые окажутся в меньшинстве, лишатся своих средств, а те судьи, которые окажутся в большинстве, получат средства тех судей, которые оказались в меньшинстве. Но можно задать вопрос: что же делать в той ситуации, когда судьи сговорились принять решение, которое поддерживает большинство, а не решение, которое является справедливым? В этом случае сговор судей приведет к тому, что ни один из судей не будет неправ, и, следовательно, большинство судей примут решение большинством, но никто из них ничего не получит. Получается так, что все судьи заинтересованы принять правильное решение,
И те судьи, которые примут неправильное решение, отдают свои средства тем судьям, которые принимают правильное решение. А сговор всех судей приводит к тому, что судьи не получают ничего. Кроме этого, блокчейн подразумевает индивидуальный подход, и каждый вопрос будет рассматриваться индивидуально, а не по каким-либо законам. И в том случае, если вы не согласны с решениями судей, тогда можно обратиться в вышестоящую инстанцию судей, которые судят решения других судей. И эти вышестоящие судьи судят решения нижестоящих судей по тому же самому принципу. И в их интересах прийти к такому решению, которое будет наиболее справедливым, но при этом не сговариваясь, так как если они сговорятся, то никто ничего не получит. Также судейство в блокчейне подразумевает третейские суды. Это такая ситуация, когда 3 судьи из 9 выбирает Андрей, 3 судьи из 9 выбирает Борис, и оставшиеся 3 судьи – кандидатуры тех, которые поддерживают и Андрей, и Борис. Как результат мы имеем судейство, которое на треть разделяет точку Андрея, на треть разделяет точку Бориса и на треть разделяет обе точки зрения. И все мы можем быть уверены, что эти судьи будут принимать наиболее справедливое решение, и не надо никаких адвокатов. Может быть, эта судейская система и далека от идеала, но она куда лучше и эффективней всех существующих судейских централизованных систем. Если вам не понравилось видео, не судите строго, а если понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Farklog, чтобы быть в курсе эволюции правовой системы внутри блокчейна. А я пошел достигать консенсуса.